Добрый день, дорогие друзья! Привет вам из замечательнейшего места. Это красивейший каньон рядом с городом Хуалянь на восточном побережье Тайваня, острова Тайвань, горячо любимого. Сейчас мы здесь находимся в путешествии, в рабочей поездке и одновременно немножечко отдыхаем. Сегодня у меня немного философская тема блога на тему нормальности и ненормальности того или иного явления, потому что давно хотелось об этом поговорить, немного обширно будет, наверное, и немного абстрактно. Но оно на самом деле очень прямо касается чая, в том числе и вообще чайной культуры тоже, потому что так или иначе все, кто связан с чаем, с чайной традицией, люди, скажем так, неординарные. Поэтому тоже соответствующие вопросы, интересы часто затрагивают тоже весьма необычные. Поэтому мы сегодня поговорим про нормальности и ненормальности, про каких-то такие вот, про необычных людей, скажем так, да, и про необычные увлечения. Часто мы привыкаем вешать какие-то ярлыки на людей, самые разные, то, что вот там эти люди какие-то там странные, поехавшие там и так далее. Кто-то их оценивает наоборот положительно, да, что как здорово, что-то там необычное, кто-то негативно. А я скажу, что я тоже часто бываю окружен людьми весьма необычными, и сам, и по работе, и просто друзья. Долгое время наблюдал и понял, что в принципе нельзя ни в коем случае оценивать как-то поверхностно людей. Я там об этом тоже как-то раньше уже рассказывал. Часто вот это вот понятие адекватности какой-то там окружающей действительности или неадекватности этой действительности, ее очень сложно произвести эту оценку, потому что, во-первых, адекватно чему, то есть что мы считаем адекватным, а что мы считаем неадекватным, а во-вторых, насколько вообще нужна эта оценка в принципе вам, да, насколько нужна эта оценка этому человеку. Кстати, я сделал для себя такой очень простой вывод, я думаю, его, в общем-то, многие осознанные люди сделали для себя. Ты можешь там сколько угодно жить там со своими тараканами, со своими странностями, там, да, и основной в данном случае принцип — это не навредить этими своими странностями никому другому. Еще такой момент, то, что вот в процессе каких-то, скажем так, изменений с психикой человека, да, когда человек становится необычным, имеет какие-то необычные привычки, необычное поведение, там, девиантное или какие-то просто он неординарный человек, да, как правило, это часто сопровождается какими-то, и в том числе способностями необычными, да, то есть какими-то талантами или чем-то еще. И недаром наблюдали то, что действительно очень многие великие люди были во многом неадекватны. И вот эта вот неадекватность, смещение какое-то такое вот нормального восприятия реальности, нормального поведения, нормальной жизни, нормальных увлечений, оно давало при этом и соответствующие результаты, потому что когда ты живешь как абсолютно ординарный человек, ты, собственно, не можешь добиться каких-то неординарных достижений в жизни. И поэтому я для себя понял, что, во-первых, конечно же, очень важно контролировать вот эти проявления в себе, чтобы они не навредили никому, да, но при этом не нужно заставлять себя быть там слишком нормальным, там, и мешать себе проявлять какие-то вещи, которые могут быть странными. Потому что именно в моменты вот этих вот инсайтов, каких-то действий или каких-то там безумных поступков ты неожиданно для себя открываешь очень интересные грани как своей жизни, так и вообще новые какие-то вещи и для себя, для работы. То есть открыть какие-то грани реальности, которые до этого тебе были невидимы. Это видно и в искусстве, это видно и в творчестве. Я это очень много расспрашивал, когда тех же там мастеров керамики, но я сейчас завариваю из керамики, поэтому первое в голову, что пришло, это керамика. Это довольно необычное изделие из мастерской керамической в Дундине, здесь на Тайване. Спрашиваешь, а что тебе помогает быть таким, да, мастером, что тебе помогает раскрываться? Он говорит, что какие-то вот неожиданные моменты вдохновения, когда ты просто вот ловишь какую-то волну, и ты даже сам не можешь это описать до конца. Часто вот такие явления тоже бывают, когда ты просто вот идешь по природе, или идешь по городу, или сидишь дома, и тебе приходит резко какое-то озарение, и ты начинаешь творить. Это состояние, которое называется озарением, оно тоже не очень нормальное, оно отличается от такого стандартного play mode, так и называемого. И именно вот эти состояния, они раскрывают творческий потенциал. Я это тоже наблюдал неоднократно и у себя, то есть когда какие-то гениальные идеи, там, не гениальные, но, по крайней мере, интересные идеи мне часто приходили в стрессовом состоянии, да, так или иначе, каком-то измененном состоянии. Есть такой, знаете, термин «в здоровом теле здоровый дух». Еще интересно то, что такое здоровый дух. Для меня здоровое тело, да, это очень важно. Здоровый дух, это здоровье физическое — это одно, а здоровье душевное для меня такое понятие очень неординарное. Я бы не могу сказать, что это очень хорошо. Когда ты полностью душевно на 100% здоров, то ты скучен сам для себя и для окружающих. И поэтому вот эти вот полутона, эти грани, когда ты, с одной стороны, немножечко ненормален, но ненормален именно в той степени, в которой ты еще можешь себя контролировать, ты еще можешь
что-то делать, ты можешь не быть социально опасным там, и так далее. Тоже, возвращаясь к чаю, скажу, что меня вот лично чай часто тоже погружает в какие-то состояния пограничные, да, которые, с одной стороны, полностью частью выходишь из какого-то своего нормального состояния, естественно, то есть чай изменяет состояние сознания, но при этом ты находишься в контроле, ты не выходишь за грани. И вот в этом плане тоже такое вещество, как чай, такая сущность, как чай, когда некоторые одушевляют даже понятие чая, да, оно дает вот эту вот самую волну смещения состояния сознания, изменения его, но при этом без вреда для себя, для окружающих. Но если у вас уже есть, скажем так, подобная склонность, и если вы знаете за собой какие-то слабости, свое какое-то девиантное поведение или какие-то свои там отклонения там, и так далее, то нужно очень четко всегда смотреть, контролировать, осознавать и смотреть за последствиями своих действий, потому что может даже при помощи чая, казалось бы, такого безобидного напитка, тоже сильно уйти куда-то в сторону и потом очень об этом жалеть. Я такие случаи тоже наблюдал, когда люди превращают чай просто в какой-то заменитель там, наркотика или что-то еще, напиваются им. Ну, то есть любое явление, да, оно может быть одновременно и оружием, и созидательным каким-то элементом. То есть лопатой можно выкопать яму, лопатой можно кого-то убить. То же самое с чаем, вообще с любым явлением в этом мире. Очень важно понимать, для чего вы это используете. И еще одна тема, которая тоже касается психических каких-то вопросов, которые мне были всегда интересны. Насчет, значит, каких-то грязных или каких-то дел, или каких-то мыслей, которые кажутся многим негативными или какими-то, скажем так, нелицеприятными и так далее, которые тоже возникают у каждого человека в голове, так или иначе, в разные моменты жизни. Кто-то из себя за них корит, а кто-то просто их как-то проживает и с ними дальше существует и так далее. Тоже на таких вот гранях, на противоречиях очень часто возникают интересные идеи, и эти идеи могут быть очень благостными и чистыми. Я считаю, что все, что у вас появляется в сознании, оно имеет право на жизнь так или иначе. Главное очень хорошо это осознавать и проживать, не позволять этому выходить за рамки. То есть понимать, что ты делаешь и что ты думаешь, это отчасти это едино, но отчасти это все-таки разные вещи. Для меня, по крайней мере, точно, я думаю, для вас, многих из вас тоже. И тут тоже чай очень хорош, как такой некий медиатор осознанности, да, то, что это инструмент осознанности, когда ты очень хорошо проживаешь какие-то свои мысли, свои переживания внутренние. И чай в этом плане очень сильно помогает выстроить вот эту цепочку переживаний, цепочку восприятия и помочь включить какие-то ваши личные моменты, какие-то моменты озарения, которые тебе помогают для творчества, помогают для работы. И опять-таки моменты тоже какой-то неадекватности, казалось бы, внешней, да, они тоже помогают раскрыть и преобразовать какое-то позитивное русло, какое-то русло, которое помогает созидать тоже и находить новые идеи и так далее. Может быть, немного абстрактно, но мне показалось в свое время, было очень интересным об этом подумать, именно в момент чаепития, то, что ты когда всегда переживаешь свои какие-то психологические ситуации, взаимодействия там, с друзьями, с ближними и так далее, просто свои мысли. Всегда думаешь, насколько ты там хорош, плох, адекватен, неадекватен. То есть часто люди, кто думает, вообще любят осознавать какие-то свои поступки, действия, часто проживают эту вещь. И я скажу, что мне вот очень во многом в этом плане помог чай. Любая грань, либо слишком сильного неадеквата, либо слишком такого вот совсем ordinary жизни, такой абсолютно вот скучной и безинтересной рутины. И то, оно не делает твою жизнь полноценной, не делает твою жизнь радостной. А когда же ты находишь интересные грани, когда ты умеешь сочетать это и постоянно находиться в каком-то потоке, это гораздо более, скажем так, полноценно и интересно. Чай как раз помогает в этом потоке находиться и лавировать между жизненными какими-то, скажем так, ситуациями и управлять ими отчасти. Мой личный совет – почаще бывать на природе. Вот, я всегда это советую, всегда. Вот сейчас лето, и летом нужно просто бывать на природе. Лучше любых туристических поездок, любых там каких-то там отелей, не отелей, просто вот. Если любите туризм, идите, конечно, с палаткой куда-нибудь подальше. Если не любите туризм, то хотя бы туда, где можно уходить большие пешие маршруты. Вот, это очень тоже сильно наполняет жизнь впечатлениями. А чай на природе – это вообще отдельный, очень мощный экспириенс. Ни с чем другим не сравним, особенно в красивом месте. Вдвойне ни с чем не сравним. Так что да, еще раз всем счастливо. Пока.